Каждый раз, когда очередной профессиональный инструмент становился доступен, об этом говорили не журналисты, не маркетологи, а говорили профессионалы, обычным людям. Так, например, в 1991 году программист Тим Бернерс-Ли отдал руководство по HTML обычным людям, кто раньше этим не пользовался. Или, например, в 2006 году дизайнеры собрали визуальные конструкторы, которыми могут пользоваться те люди, которые раньше никогда не создавали сайты. А в феврале 2025 года программист Андрей Карпатов, который разработал большую часть чата GPT, которым мы по сей день сегодня с вами пользуемся, рассказал в своем посте следующее. Он написал, что больше не думает о коде, просто описывает задачу и смотрит на результат. Говорит, окей, двигаемся дальше. Человек, который понимает нейросети лучше, чем любой из нас, говорит, я больше не кодирую, и называет это вайб-кодингом. И это не тренд, это следующий слой барьера. А почему так получается, мы с вами сейчас разберемся, копнув историю такого молодого явления, как вайб-кодинг, и попробуем сами на своем эксперименте понять, действительно ли сейчас настолько легко писать код. Погнали! Прямо сейчас в интернете идет очень ожесточенный спор, что ИИ заменит человека. Одни говорят, что он уже заменяет многих программистов, менеджеров, какие-то простые профессии. Каждое второе видео, каждый второй рилс об этом говорит, что ИИ теперь делает за меня всю работу. Другие же говорят, подождите, ИИ только усиливает человека. То есть, если ты не разбираешься в коде, ты не сможешь написать что-то стоящее. Потому что, как минимум, ты не сможешь это поддерживать, ты не будешь понимать, что он тебе выдает. И оба лагеря, зараза, убедительны. Но они упускают одну вещь. То, что весь этот спор уже идет лет так 50, если не больше. Давайте поэтапно разберемся, как он развивался. И начнем мы с вами с одной цифры. В 1943 году Томас Уотсон, представитель IBM, заявил следующее, что мировой рынок вычислительных машин составляет во всем мире порядка 4-5 компьютеров на всю планету. И он сказал, что этого более чем достаточно. Прошло 30 лет, и у советского инженера у каждого на столе стоял калькулятор. Еще 10-15 лет, и персональные компьютеры появились в каждом доме. Еще десятилетия, и у каждого школьника он просто в кармане. Уотсон ошибся не в деталях. Он ошибся в природе технологий. Он думал, что они доступны только для инженеров, для профессионалов. А как оказалось, они доступны всем. Компьютеры в 70-х — это не то, что вы думаете. Это огромный отдельный кабинет с огромным механизмом, где стоит огромный экран, ни мыши, ни клавиатуры. Все эти команды вбивались отдельно и даже специальными людьми, которые имели специальный допуск. Unix, ассемблер, машинный код. И эти знания были доступны только определенным людям, определенной, так скажем, касте. И они считали, они прям заявляли это без злого умысла, то, что компьютер не должен попадать в руки обычного пользователя, потому что это очень важный инструмент. И запомните, пожалуйста, этот момент. А вот в 1984 году выходит всеми известный Стив Джобс со своим Макинтошем под названием модели Лиза и показывает то, что возможно пользоваться компьютером абсолютно всем. Почему? Потому что у тебя есть курсор, у тебя есть папки, у тебя есть окна, и ты можешь пользоваться этим компьютером, не обладая какими-то специфическими знаниями. И компьютеры стали появляться в каждом доме. Знаете, что говорили на это профессионалы? То, что это несерьезно. Это просто обычная игрушка для пользователя, и ничего такого она тебе не выдаст. Но буквально немного времени, а именно примерно к 2000 году, графический интерфейс и взаимодействие с компьютером через тот интерфейс, который видит пользователь, который мы с вами привыкли видеть, он появляется почти на каждой платформе. Так, к примеру, можно рассмотреть Windows, который все стали, собственно, использовать. Никакой командной строки, никакого BIOS. Ты просто заходишь, включаешь компьютер и начинаешь пользоваться теми программами, которые тебе нужны для работы, для учебы и даже для развлечений. Вернемся еще раз немного назад, в 1991 год. Как я ранее уже упоминал, программист Тим Бернерс-Ли разработал такой язык, не программирование, это больше, наверное, язык разметки, под названием HTML. И все программисты сказали, угадайте что? Правильно, то, что это не настоящее программирование, это просто обычный разметчик. Настоящие программисты пишут на C и никак иначе, или на плюсах, можно сказать. И что самое забавное, то что буквально немного времени, и все начали активно писать сайты
В России был такой сайт, как Народ.ру. Честно, я не застал, я просто, когда готовил этот выпуск, накопал такую информацию там, где как раз-таки люди публиковали свои стихи, фотографии котиков и тому подобное. И, в принципе, сайты могли разрабатывать уже даже школьники без каких-то особых знаний. Но все, конечно, говорили же, что это совсем не то. А в 2003 году на рынок выходит WordPress. Собственно, та самая программа, которая позволяет тебе запустить абсолютно любой сайт без знания HTML, семантики, разметки и вот этих сложных терминов. Что говорят программисты? Это самый ужасный код, зачем вы это пишете? Настоящий сайт должен быть на React, никак иначе, должны разрабатывать разработчики. Но знаете, что забавно? Что 43%, это не ошибка, именно 43% сайтов во всем интернете написано как раз-таки на WordPress, где ты просто вбиваешь то, что тебе нужно, не нужно никуда его хостить, и, пожалуйста, сайт у тебя готов, и ты его можешь показывать людям. Но мы не отметаем, само собой, тот факт, что веб-мастера, собственно, верстальщики и программисты никуда не исчезали, они продолжают писать сайты, только более сложные, назовем это так. 2010 год и платформы No-Code. Tilda, Figma, Notion. Те самые инструменты, которые позволяли сделать, собственно, сайт, базу данных, все, что вы захотите, простым перетаскиванием элементов в интерфейсе. И что здесь забавно, то что разработчики продолжали смеяться, говорили, это все не настоящее, хотя уже некоторые стартапы стоили миллионы долларов командой, созданной из 3 человек. Но при всем при этом один аргумент все-таки держался, то что если вы хотите построить реально настоящий, мощный, действующий продукт, вам все равно нужен разработчик, который знает код, который сможет написать. И все так и было. До 2025 года, до февраля, когда появился тот самый пост. Андрей Карпатый не блогер, не маркетолог. Это один из людей, которые, собственно, создали GPT-4, на котором работают сейчас всем нам известные ИИшки современные. И он, человек, который знает код и который на 99% точно с ним взаимодействует, пишет: «Я больше не кожу». Можно так сказать. И он заявляет: «Я больше не пишу код». Что, простите, как так возможно? И он еще это называет вайб-кодингом. То есть он просто получает удовольствие от того, что за него все делает ИИ. Он ставит ей задачу, дальше она предлагает варианты, и он лениво говорит «да». Если попадаются какие-то ошибки, он не старается их исправить. Он просто скидывает текст ошибки, и та ему все исправляет. И вот оно, наступает настоящее будущее. Это не лень, это не хайп, это сигнал, точно такой же, как был с WordPress, с Macintosh, с HTML, когда профессионал видит, куда все идет, и он самый первый дает, собственно, этот самый сигнал. И барьер снова сдвинулся. С вопроса не умеешь ли ты кодить, а умеешь ли ты думать. Итак, как говорил Александр Пушной, эксперименты. Да, я решил вот эту всю историю, которую вам сейчас рассказал, проверить, действительно ли она работает на себе, потому что я не разработчик, я немножко учил JavaScript, HTML, и то это только поверхностные знания, с кодом я никогда не работал. Я на работе являлся техническим проектным менеджером, который, собственно, ставит задания разработчику, пишет текст задания. У меня есть какие-то идеи, я знаю, как это упаковать, но к коду я совершенно никогда не притрагивался, поэтому считаю себя таким идеальным тест-кейсом, на котором можно, собственно, проверить эту самую теорию. У меня есть идея приложения. Это некий такой трекер тренировок. И у меня есть подписка на Cloud Code, которую я наконец-таки себе оформил. Собственно, хочется с нуля попробовать разобраться. И эксперимент считается выполненным, если приложение появится в сторах. То есть не прототип, не какая-то безделушка для себя, а именно в сторах, которые можно, собственно, зайти, скачать и пользоваться. Ну что ж, давайте проверим. Если все получится, то действительно мы шагнули куда-то в будущее. Если нет, то это просто очередной хайп. Погнали. Так, давайте еще раз быстренько про идею. Я сейчас читаю книгу «Тренировка заключенных», где, собственно, рассказывается, как работать с собственным весом, не обязательно ходить в зал, и можно привести свое тело в форму. Там очень много тренировок, к которым нужно постоянно возвращаться, потому что я их выполняю и читаю, как их выполнять, и мне это неудобно было постоянно открывать книгу, искать закладки. Я решил это все перенести, собственно, в приложение.
Установил Android Studio. Это инструмент, где пишется код, чтобы разрабатывать приложение для Android. Подключил туда Claude. Это популярная сейчас ИИ, которая помогает, собственно, программировать. И вот у меня мигает курсор, и я думаю, а с чего начать? Благо, принципы, используемые в работе, мне здесь помогли. То есть я сначала описал вообще, что за приложение, потому что я, собственно, сам заказчик, мне куда легче это было перенести на бумагу. Что за приложение, какие функции он выполняет, какой портрет пользователя, какую ценность оно несет. Дальше на коленке нарисовал CGM, это карта пользовательского пути, то есть какие экраны будет видеть пользователь. И знаете что? Этого оказалось достаточно. То есть я собрал все эти данные и отдал его Клоду, то есть не туда сразу в Android Studio, а сначала просто чату. И попросил его сделать идеальный технический промпт, который можно загрузить в Cloud код, чтобы он начал мне писать приложение. Он отдал мне огромный файл, где все четенько по пунктам расписал, как даже писать код и так далее. Я добавил этот файл в Android Studio, нажал «Сделай, пожалуйста, вот по этому файлу мне приложение». Буквально минут 10, может даже меньше, и у меня на телефоне установлено приложение с моим личным трекером тренировок. Да, и после той ночи, когда у меня все это получилось, на утро я просыпаюсь и думаю, так, подожди, а как это приложение выложить? Как собрать сборку? Как выложить в сторы? Какие правила? Что нужно учесть? А точно ли я добавил все хотелки? И все эти данные я давал Gemini, это и от Гугла, она бесплатная совершенно, и говорил, я хочу сделать так-то, 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 в какой последовательности мне лучше начать. И она мне, собственно, все это разложила по полочкам. Здесь проблем, собственно, я не увидел и даже решил ту самую с проблемой каши в голове. И я вам честно признаюсь, я ни разу не открыл даже тот код, который он мне написал. Я не знаю, как его поддерживать, я не знаю, какой там состав. То есть я просто ставил ТЗ, говорил, что мне нужно сделать, и он делал. И парадокс в том, что на работе было все ровно точно так же. Я ни разу не открывал рабочий код нашей программы, я не лазил туда во внутренности, я просто говорил разработчику, что нужно делать. И самая большая, наверное, разница это в том, что груминги, описание идей, объяснение, что я хочу сделать, раньше происходило с живыми людьми, сейчас это происходит с ИИ-моделью. Мне лично помог очень сильно опыт проектного менеджера и системного анализа, потому что я понимал, что зачем в разработке должно идти, какие этапы стоит соблюсти, то есть не моменты публикации, о которых я выше говорил, а именно что зачем нужно добавлять, как добавлять фичи, какое должно быть описание. Здесь мне это сыграло на руку. И я больше скажу, мое приложение даже прошло полноценное тестирование с помощью того же самого ИИ. Хорошим, наверное, добавить правильность архитектуры, но, с другой стороны, у меня такое простое приложение, которое даже в интернет не ходит, поэтому, я думаю, наверстаю чуть попозже. Бывали моменты, когда я все усложнял, я пытался сделать что-то самостоятельно, и я такой, Никит, зачем ты это делаешь? Будь чуть проще, то есть, я не знаю, у меня появилась идея, как добавить подобие ударного режима, как в Duolingo, то, что у меня был успех прогресса, который считался по дням. И я начал что-то это воображать, пытаться нарисовать, и понял, что я запутался. Я просто вот эти все, которые наработки были, отдал Gemini сначала, чтобы он мне, собственно, разобрал и разложил по полочкам. Я понял, что именно это то, что мне нужно. Дальше отнес в Claude, который мне, собственно, собрал опять технический промпт, и дальше в приложение. То есть, чтобы вы понимали, я даже не создавал папку с проектом. Настолько все было проще. Поэтому здесь, наверное, важный совет: не усложняйте, иначе до релиза точно будет очень сложно дойти. Кстати, о релизе. Приложение я назвал «Путь атлета» и поставил туда на иконку накачанную таксу, потому что это мое приложение, и какие иконки хочу, такие и ставлю. Пока что я разместил его в Рустори, но я думаю, на момент выхода этого ролика, и когда ты его будешь смотреть, оно уже будет в App Gallery. Все ссылки я оставлю, наверное, у себя в Телеграм-канале. Переходите, можете также на него подписаться, посмотреть, как я это приложение делал, и чуть более подробно вообще про процесс тоже там опишу. И вот этот момент, когда нажимаешь кнопку «Опубликовать» в сторах, у тебя накатывает какое-то странное чувство. Не как разработчика, который написал каждую строчку кода и видит свое детище, а как у человека, который совершенно не разбирается в коде, но при этом смог сделать полноценное приложение, которое можно скачать, которое можно использовать. Я его ни в коем случае не то чтобы рекламирую, просто можно, наверное, перейти посмотреть на результат того, что это действительно возможно. И вот здесь у меня появился такой странный вывод. Давайте к нему, собственно, в конце и перейдем. Так кто же прав в том самом споре, о котором я упомянул в начале? Те, кто говорили, что ИИ убьет разработку, частично они правы. Действительно, простые задачи,
которые обычно доходили до джуна, теперь можно передать той самой ИИ. И индустрия с этим уже, в принципе, разбирается. Те, кто говорил, что ИИ только усиливает разработчика, тоже, в принципе, частично правы, потому что если нет какого-то понимания задачи, тебе ИИ может помочь дойти до сути и сделать это чуть быстрее. Но вайб-кодинг — это уже какая-то третья позиция, потому что барьер сместился. Теперь возникает вопрос, не умеешь ли ты программировать, а умеешь ли ты четко думать и четко ставить задачи. Другой порог входа, другие навыки. Ведь каждое поколение технологий делало по факту одно и то же. Оно брало то, что доступно только избранным, и отдавало его всем. Потому что технологии просто забирали на себя часть технических задач. И это было в каждом поколении, и заставляя человека больше осознавать, зачем он делает то или иное действие. Программирование всегда было про решение задач. Просто сейчас оно стало чуть меньше про синтаксис. И, как обычно, об этом нам рассказали в первую очередь профессионалы. Не бойтесь открываться чему-то новому, особенно тому, что пишет за вас код.